видела? Ты видела, какая здоровая? Это я. Это забросили. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, приехала снова на прекрасную реку, которая называется Свислочь. Вот это мои закидушки, это все Горынычи в росте 2,1, кроме одного, он в росте 2,4. И давайте с него и начнем. Все просто. Внизу на конце основной лески висят груза. Неважно какой массы, такой, чтобы держало течение. И выше него, сантиметров 50 вверх где-то, стоит отводной поводок. На отводной поводок зацеплен петля петлю в крючок. Крючок большой. Такие я обычно использую на налиму. Давайте на первую закидушку поставлю что-нибудь комбинированное, поставлю выползка вместе с простым червем. Далеко забрасывать это дело я не буду. Буду забрасывать под этот берег, потому что здесь обрыв, и именно здесь внизу и есть яма. Поэтому вот так вот аккуратненько. Друзья, первое, что я сейчас сделала по прибытию, это начала определять места, где буду ловить на закидушки. Забросила уже 3 штуки, все на червя, одну на выползка. И сейчас у меня осталась еще одна, на 5-ю нужно навязать крючок. И я, естественно, буду подготавливать лагерь к ночевке и начинать ловить на фидер. Ну что ты следишь, да, за мной? Умница. Пока не знаю, ребят, сейчас надо смотреть. Может, еще лучше всего запустить туда вниз по течению и холод. Потому что фидером отсюда удобная дистанция заброса. В принципе, я могу бросить хоть на 100 метров туда вниз. Ребят, посмотрела сейчас эхолотом. Ничего примечательного на дне нет. Глубина где-то около 2 метров. Буду бросать вниз по течению. Сейчас проверю маркерным грузом, чтобы у меня там ничего не цеплялось. Ставлю комфортную дистанцию заброса для себя и обязательно ее отмеряю на колышках. Так, смотрим. В прошлый раз, ребят, неправильно поступила. Не отмерилась. В этот раз отмеряюсь уже. Тут столько мест красивых, столько реки шикарной. А ребята приехали, сначала прям на голову решили съесть. Я просто не понимаю, ребят. Ну, типа, вы думаете, что вы по-другому ничего не наловите или что? Или вы думаете, что я знаю секрет? Я абсолютно не знаю никакого секрета. Я всегда приезжаю на новые места. Я не знаю, даже будет клевать или нет. Ну что, надо набрать водички, чтобы замешать прикормочку. Оп, вода сегодня после дождей мутная довольно, но что сделаешь, что сделаешь? Прикормку буду мешать лещ спорт сладкий, на светлого цвета, и начну я с одного пакета.
И, ребятки, еще зеленых печенек сюда хочу вот так вот засыпать. Сегодня сразу хочу начинать с патерностера. Если не будет лень, сделаю инлайн. Значит, в качестве поводка я хочу использовать вот такой вот флюорокарбон 0,14. Крючки хочу ставить Penny Hook 12 номера, серия 50921. Что у меня сегодня по наживке? Опарыш красный, опарыш белый, червячок, есть мотыль насадочный и есть перловочка вот такая вот, которую я сама сварила, сделала, кукуруза. Все, дополнительно в корм буду добавлять кашу, возможно нарезать кукурузу, посмотрим. Здесь у меня утопленный опарыш. Поставлю один опарыш белый, второй опарыш белый. И посмотрим, что здесь есть или вообще ничего нет. Кормушка 80-ка, пластиковая, чтобы легко выходила из воды. Посмотрим, тоже будет ли она стоять. Я еще пока не знаю. Пока корм второй раз не увлажнял, но он получился такой пушистенький, хорошенький, интересный. Ничего добавлять в корм не буду сейчас. Буду проверять пока так, как есть. Буду перезабрасывать каждые 3 минуты, чтобы раскармливать точку. 5-10 забросов сделаю просто с кормом. Посмотрим, подойдет ли что-нибудь. Вот. Парит, наверное, будет дождь. Я уже вижу даже, что какие-то тучки собираются. Вообще обещали сегодня только ночью, но такое ощущение, как будто бы пойдет и днем. Посмотрим, что будет. Что-то клевало, ребят, на перловочку. Интересно, что красивая была поклевочка. Сейчас посмотрим, съела или нет. Да, съела. Есть, ребятки. Что-то хорошенькое. Неплохое. Сейчас посмотрим. И знаете, на что клюнуло самое что интересное? На перловку. Это у нас клюнула плотва, что ли? О, смотрите, какая хорошая плотвичка взяла. Ой, хорошая плотвичка клюнула. О, такая вот. Ну что, давайте первую рыбку отпустим. И попросим позвать бабушку с дедушкой, лещей и всякую интересную рыбу. Вот. Загадаем желание. И это уже вторая рыбка. Снова плотва. Нет, смотрите, кто клюнул на перловочку. Ух ты, ребят. Какая хорошая густерушка у меня клюнула на мою перловочку. Чтобы вы верили, что это перловочка, сейчас я вам ее покажу. Смотрите. Я одеваю на свой крючочек 3 перловочки. И вот такая вот классная густера. Раз. Два. 3 перловки, короче, у меня, ребят, влазит на этот крючок. В прошлый раз взяла с собой перловочку и не заделала ее. Сейчас уже вот завлажнила корм. Посмотрим с более увлажненным кормом, будет ли она брать. Потому что все-таки плотва густера, они больше любят пылящий корм. А я его сейчас сделала инертным, так сказать.
нас, наверное, снова будет густера. Да. Ну, густера, а потом, может, что-нибудь покрупнее. Есть рыбка, вот смотрите. Было надето чисто 4 опарыша, ничего не захотела брать. Поддела к опарышу мотыля, сразу вот взяла вот такая вот густерушка. Хочу поставить второй фидер. Тоже Волжанка Проспорт. На ту же самую дистанцию. Слава богу, я сегодня ее отмерила на колышках. Вот, поэтому собираю. И тоже сделаю инлайн. Инлайн очень чувствительный монтаж, но следует учитывать то, что требует подсечки. Забросилась, ребят, надо темповать, потому что жара, внизу конкуренция. Нужно отбирать у соседей рыбу, ничего не сделаешь. Если люди очень близко становятся, значит нужно забирать рыбу у них. Чтобы у них не клевало. Слушайте, ну я впервые с таким сталкиваюсь. Если бы не перловка, рыбы, наверное, бы не было. Потому что основная ее масса сегодня была поймана именно на перловку. Это плотва и густера. Еще пока ни одного подлещика, мне кажется, только один подлещик, и то я его там нечаянно уронила. Но я надеюсь на то, что, возможно, к вечеру что-нибудь подойдет. Очень часто он днем прячется, а ночью выходит вечером кормиться. Посмотрим. Будем. И все-таки шатер это очень удобно, потому что в нем можно прятаться от солнца днем. Сегодня будем в нем и ночевать. Ну, как бы это не проблема. У нас есть теплообменник. Если что, мы сюда поставили. Если будет сыро, мы нагреем палатку. А может и ночевать не придется. Вдруг будет что-нибудь клевать. Пока непонятно. Ничего. Но сом здесь есть. Видела огромный всплеск просто. Поклевка, конечно, на инлайн. Очень хорошо прослеживать. Это у нас густера. Ну, это густера, пофиг. Будем сейчас пытаться укрупниться. Главное, что мы поняли, что на этот монтаж гораздо ловить удобней.
ё-моё. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. О, хорошая какая. О, видали. Красота. Это клюнула на паршиновый с мотылем. Высотка вот такая. Хорошо. Хорошую, огромную плотнищу. Смотрите, какая хорошая. Взяла. На червячка. Красота. Красота. Да и только. Ну, немножко сопротивляется. Поставила червя, налево сейчас стоит опарыш с перловочкой. А это червячок с опарышем стоял, и у нас на червячка с опарышем вот такая вот прекрасная, хорошая, здоровенькая густеринка. И это прекрасно. Влево. Очень упорно тянет влево. Сейчас. Что там у нас? О. Обалдеть. Смотрите, какая красота. На перловочку. Ну, не зря я ее забахала, слушайте. Не зря. Когда-то один знакомый мой сказал, что на реке это работает. Когда-то на перловку с опарышем на реке я поймала червя, поймала леща, когда никто его не поймал. Я не думала, что буду ловить на перловку, но реально помогает, потому что на все остальное клюет что-то непонятное. У меня тут запутался поводок, и я решила не оставлять его запутанным и сразу вот перевязываю крючок.
Кормушка 80-ка. Но там что-то уже должно быть сейчас, мне кажется, покрупнее. Ох, как сопротивляется. Даже видно по кончику удилище. А на эту уточку даже небольшой плотву на эти удилища доставать огромное удовольствие. Они такие кайфовые, это пипец. Опа. Крючок. У меня была поклевка, ребят, чуть-чуть раньше до этого, наверное, минут 10 назад. Я просто поворачивалась, а мой фидер такой и поехал со стойки. Ё-моё, на червяка. Я рыбу немножко подержала на крючке, но видно, крючок маленький, и она сошла. И вот сейчас была поклевочка у меня на червяка с опарышем, если я не ошибаюсь. Мне кажется, что-то идет побольше, чем сегодня за весь день. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Что там такое? Что там такое? О май гад. Что-то, говорю, побольше идет. Ну... Песка. Наверное, на пескаре что-то висело. Есть можно, но еще не наливная. Вкусно. Очень. Ребята, только что была такая поклевка, вы просто не представляете. У меня поехал фидер, я взяла его в руку, и все. И все, понимаете? Походу, сом сожрал мою кормушку. Представляете, ребят? Ну, а пока здесь вот такие у меня густерки. Прикольные клюют. Место довольно сложное. Погода тоже сложная. Очень жарко было сегодня, но рыбка поклевывала в течение всего дня. Рыба относительно не крупная. Это хорошая плотва и хорошая густера. Ни одного подлещика мне сегодня не попалось. Ну и было 2 поклевки сама. И 2 поклевки сама произошло на фидер в течение дня. Я очень сильно удивлена. Первый раз у меня чуть не утянуло фидер, и второй раз у меня чуть его не утянуло, но походу сом сожрал мою кормушку. Так что теперь у меня на фидере стоит инлайн. Я ловлю точно так же, как и ловила, но единственная разница между тем, как было, на ночь я поставила вот такой вот флюорокарбоновый 0,4 поводок с огромным крючком. И буду пробовать поймать сама на фидер. Буду продолжать кормить. Таким образом я буду собирать мелочь у себя на точке. А если будет мелочь, значит может подойти какая-то крупная рыба, правильно? На эту мелочь. Главное пробовать. И на перловочку продолжает поклевывать вот такая вот прекрасная плотвичка.
приняла решение удлинить поводки, так как мне сказали, что лучше использовать здесь длинные. Значит, будем использовать длинные. Сильно близко к узлу я не обрезаю, потому что при поклевке хорошей рыбы он начинает затягиваться. Бывает такое, что развязывается. У меня такое было. И вот сантиметров 50-60 делаю поводок, чтобы наживка играла красиво на течении и привлекала самё. Так. И вот так. Сколько влазит, столько надеваю. Такая красота. И забрасываюсь. Течение, конечно, будет сносить. Пускай сносит, может быть, что-нибудь получится поймать. На всякий случай опускаю фрикцион. Говорят, не поможет, но я на всякий случай отпущу. О, вкуснота. Конечно, приятного мне аппетита, ребята. Немножко кетчупа везде. Оп. Опять машинки. А машинки все ездят и ездят. Люди все туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Очень вкусно. Очень. Ну вот, друзья, вот так вот готова уже палатка ко сну. Если вдруг, конечно, не будет клевать, обязательно включаем теплообменник, чтобы в палатке было в шатре сухо. И вот здесь вот у меня сразу бережок. Ребята, что-то как будто сидит. Сейчас будем проверять. Что-то как будто сидит. Подожди, я не вижу. Нужно ли подсак? Не могу. Да. Опа, небольшой, но мы лучше его в подсак возьмем. Так, ребятки, это сомик. Я приняла решение перенести все сюда к себе, поближе к костру. И вот, смотрите, малыш такой вот взял. Усатый. Как ты бьешь? Как ты бьешь? Боже мой, какие же вы мощные. Все, забираю у него червячка. Какого-то червячка можно ему отдать. Так, кушай. Ну, красавец же. И мы вот это вот чудо-юдо, конечно же, отпускаем. Хай растет большим. И приходит когда-нибудь к нам еще. И вот сюда вот так вот ставлю колокольчик. Фрикциончик. Слушайте, ну и пойду схожу, еще одну сюда поставлю к себе.
идет, наверное, маленький. Давай. Идет. Давайте сюда. Опа, сейчас мы его... О, смотрите. Ну, надо освободить, пойти и отпустить. Такой вот. Еще один красавец, которого мы, конечно, сейчас освободим. Я просто побоялась ему делать больно. Лучше вот так вот экстрактором аккуратненько. О, такой же засранец красивый. Все, отпускаю. Придем кого-нибудь покрупнее. Вот только поставила, ребят, сразу сработочка, представляете? Возле костра особая атмосфера, нет пока дождя, ничего, но обещаю, что потом пойдет. Посмотрим, может придется прятаться, а может просто надену курточку либо костюмчик какой-нибудь противодождевой. Хорошо, что поклевывает сомик, поклевывает теоретически на все закидушки, небольшой и даже на фидер. Прикольно вообще. Мне кажется, наверное, сама поймала. Сама на фидер. Первый сом на фидер это называется. Да. Прикол. Я хотела это сделать. Одно дело на закидуху, другое дело целенаправленно на фидер поймать вот этого вот маленького засранца. Это сом на фидер. Ночной фидер. О. И отпускаем сомика на волю. Прекрасно, еще один. Это здорово. Это очень здорово. У нас есть тут сосед сейчас, сегодня ночью. Он тоже ловит сама. Тоже, наверное, была поклевочка. Не жалеючи, вот так вот снова надевают червячка. Так. И забрасываюсь. Да, и, ребятки, еще один малыш. Слышала я сдалека, что он тут фигачит. Маленький вот такой вот, да удаленький сомик. О. Еще один вот такой вот красавчик усатый маленький клюнул. Ну и, конечно же, мы его сейчас освободим, отпустим и снова забросимся. Так, и оп, иди, малыш. Иди, и мы наживляем снова нашего червячка в изобилии на крючок. Так. Ну.
за ночь. Уже там после 2, как я пошла кимарнуть, до 5 часиков. Обожрала, но ничего не кляну. Опа, хорошая какая. На червя с перловкой. Слушайте, ну одна плотва. Я не знаю, как это может быть, как это работает, но такое ощущение, как будто бы одна рыба локализуется в одном месте, другая локализуется в другом. И просто вот могу сейчас пойти найти какое-нибудь лежащее большое дерево, и мне кажется, в воде, корягу или что-то. И мне кажется, если я из-под нее начну ловить рядом с ней, то начнут клевать подлещики. Понимаете? Я не могу этого объяснить, но мне кажется, что так и есть. Мне даже интересно, кто может быть на кукурузу. Плотва? Мастера? Ну какая хорошая. Шестерка. О. Смотрите, какая красота. Супер. Ну, страшных глаза, конечно, видите, но снова на кукурузе что-то еще. И это что-то, но должно быть побольше. Хорошая такая. И снова, ребят, на кукурузу смотрите. О, с маленьким крючком, но кто бы сомневался, кто бы сомневался. Так что, может, сейчас еще и подлещик идет. И тоже будет клевать на кукурузу. О, это вообще, она огромная. Вот это я понимаю, поклевки сейчас пошли на кукурузу, ребят.
Сопротивление у рыбы просто нереальное. Сейчас тяну кого-то. Я думаю, что будет огроменная густерень. Она тут такая здоровая, я не знаю. О, он уводит влево туда сама. А нам надо ее сюда притянуть. Сейчас, ребятки. О, видите, какая здоровая она? Кто это? Густера, ребят. Офигеть. Здоровенная густерень. Здоровенная густерень. На кукурузу. Сейчас покажу. Хорошо, что ручка подсака длинный такой может быть. О, слушайте, ну, кто знает, тот поймет, как они сопротивляются, какие они нереальные. Это же пипец. Так, многие спрашивают, так тверк или рыбалка? Так вот, обратите внимание, что одно другому не мешает. Рыбка идет, рыбка идет. Какая хорошая густера. Ого, это плотва огромная. Красота такая, а? Красота, слушайте. Ну, не лещи, но рыба the best. Хороший закрыли. Обалдеть. Круче, чем любой лещ. Серьезно, она густера, она настолько мощная, она настолько сильная, что это пипец. Каждая поклевка просто обалденная. Я уже думала, все, пипец. Но для густеры это вообще. И главное, ребят, побольше крючок. Побольше, а не поменьше. Потому что с меньшего крючка такая наглая рыба легко сходит. О, какая хорошенькая. Ну что, друзья и подруги, мальчики, девочки, бабушки и дедушки, мое видео подходит к своему концу, и, естественно, я бы хотела показать вам свой улов, что я собрала в садок, за исключением того, что я выпустила. Или наоборот, я не знаю, не понимаю, но давайте я вам просто покажу, что я поймала, и мы, наверное, отпустим улов или заберем его с собой, неважно. Ну, вот столько вот рыбы удалось поймать в этот раз. Это густера и плотва. Подлещиков сегодня не было. Ночью были небольшие самы. Было несколько поклевок хороших самов на фидер и даже на закидушку. Но, к сожалению, я его упустила. В один раз не смогла подсечь. Во второй раз он просто откусил кормушку. Ну и в третий раз я не успела добежать. Если вам нравятся такие видео, как мои видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями и почаще выбирайтесь на природу. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!